Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие движения на рынке намечаются, куда пойдет рубль, доллар, евро, нефть, ключевые активы, которые интересны. И также рассмотрим, какие новости, что сегодня ожидается и как это будет двигать рынки. Так, вот календарик событий. Здесь наиболее важно то, что будет в 11:30 индекс деловой активности в промсекторе Германии. Для Германии это очень важный показатель. Соответственно, здесь будет существенное влияние на евро, я полагаю. И далее в 18:00 продажи на вторичном рынке жилья США и отчет ФРС о денежно-кредитной политике. Вчера в четверг вышли не очень хорошие данные по поводу первичных заявок по безработице США. Ну и, в общем-то, ситуация достаточно неустойчива в американской экономике и в мировой экономике. Так, давайте на секундочку перейдем к нашей повестке. Рост цен неизбежен. На Россию надвигается одна инфляционная волна. Ну да, мы с вами видели, происходит рост, во-первых, сырья из-за того, что надуваются пузыри везде, и рост стоимости перевозок. Вырос морской фрахт, и, соответственно, он может расти еще, поскольку деньги идут и ищут, куда бы им зайти, чтобы заработать еще больше денег. Поэтому да, вот сейчас возникает последствие печатания денег. Оно пока не очень сильное, но уже неприятно. Это повсеместный рост цен. Так, ну вот по поводу санкций. Европа не решилась вводить санкции против ключевых российских фигур. Но на самом деле здесь Европа, она не является определяющим игроком. Они ждут, что скажут Соединенные Штаты. И после того, как Соединенные Штаты примут на этот счет решение, Европа может остаться на таких же позициях, а может кардинально пересмотреть. Так, друзья, еще такой момент. Завтра в субботу, по-моему, Мосбиржа проводит торги. Ну и с 1 марта будет торговля на утренней сессии с 7 утра. Не совсем понятно мне такое целеполагание, потому что это будет размывать ликвидность. Вот, ну решили так решили. Просто справочная информация, чтобы кто-то, кто этим занимается вплотную, имел в виду, что будет растянута ликвидность и что можно будет приступить к торгам пораньше, с 1 марта. Так, далее то, что касается новостей. Ну, будет увеличены затраты финансирования вакцин, но есть один момент, который неприятен и непонятен. До сих пор не ясно, насколько текущие вакцины коронавирусные, они предотвращают трансмиссию, то есть передачу коронавируса. То есть человек, который вакцинирован, может сам не болеть, но может переносить коронавирус. Такие данные есть, но пока какой-то единой позиции на этот счет нету. То есть в каких-то случаях человек, который вакцинирован, может являться носителем коронавируса, в каких-то случаях нет. Это достаточно важный момент, потому что в зависимости от того, какой процент с какой вероятностью переносит, будет влиять скорость вакцинирования и процент вакцинированных людей на торможение коронавирусной инфекции. Так, друзья, давайте перейдем к рынку. Китайский фондовый рынок сегодня пытается отскочить после вчерашней просадки. Но на самом деле вчера как бы ничего страшного не произошло. Открылись гэпом и ушли в ту область, которая была накануне ожидания китайского Нового года. Сейчас мы находимся вот в этой консолидации выше предыдущего исторического максимума, что указывает на то, что китайский фондовый рынок сегодня не будет оказывать негативного влияния на российский. У нас свои мысли, свои заморочки, и поэтому сегодня будет не до Китая. Далее, то, что касается ВИКСа. Вот здесь тревожная динамика. По ВИКСу пошел рост вчера. Вот. Но я, в общем-то, это и предполагал, с моей точки зрения, нахождение вот в этой области, в районе 20-21, то есть оно энергетически невыгодно, поскольку текущая ситуация, она генерит рост волатильности, неизбежно. И поэтому вот это, кроме как спекулятивное движение по выдавливанию определенной группы игроков с рынка, ну тут я не думаю, что как бы объективно волатильность упала из-за того, что все стало хорошо и вышли из кризиса. То есть, конечно, такого нету. Есть определенное видение, определенные допущения, но вот здесь вот в этой области просто произошел, я думаю, набор позиций
кого-то выдавили, и после этого пошел очередной рост. Опять же, это не значит, что прямо в ближайшие дни мы улетим куда-то на 35. Нет, такого вполне может не быть. Он будет колебаться, будет здесь набор позиций, и потом уже он пойдет наверх. Но вот я никак не могу себе представить, что в текущих реалиях и при текущей ситуации мировой экономики, когда проблемы могут из любой точки пойти, ВИКС пробьет 19,5 и пойдет на 17. Так, далее DXY, индекс доллара. Ну, здесь идет снижение, на самом деле здесь идет консолидация. И эта консолидация, она в диапазоне 90,2-91. Сейчас немножко диапазон изменился. Вот, но здесь, я так полагаю, сегодня будет определяться вопрос, произойдет ли сегодня в пятницу или в понедельник движение на 90 или нет. Если мы пробиваем 90,4 в данной ситуации, то у нас движение вниз и ослабление доллара к валютам будет в ближайшее время осуществляться. Так, далее SP500, SFD на фьючерс. Но здесь идет консолидация на хай. Вот здесь нарисовался новый уровень 3880. Пока он не будет уверенно пробит, ничего страшного не происходит. Идет проторговка на достигнутых исторических хаях. Вот как только это значение будет пробито, отсюда наиболее вероятно пойдет коррекционный откат. Цель его будет в районе 3710. Так, друзья, далее позиции на форте ММВБ, РТС. Здесь ожидания у игроков на продолжение снижения. По Сбербанку ожидают коррекционный отскок и рост акций Сбербанка. По Газпрому юридические лица ожидают консолидацию, то есть, скорее всего, по Газпрому будет боковик, а вот по Сбербанку там интересная ситуация. Норильский никель, здесь ставка на отскок, ну такой не очень мощный, но отскок. Доллар-рубль, сишка, судя по тому, как порезали шорты, сегодня ожидается рост доллара против рубля. Евро-рубль, здесь нарастили шорты, но на самом деле, я думаю, в евро-рубле будет консолидация, движение в боковике. Евро-доллар, здесь ставка на боковик. Ну как, здесь есть на самом деле преобладание шортовых позиций, их поднарастили, но в целом, как бы исходя из соотношения, я думаю, делают ставку на боковик. Так, ну и нефть. По нефти все юридические лица ждут, что нефть будет снижаться. Но здесь на самом деле ситуация, она очень интересная, потому что с одной стороны морозы в Техасе завершились, но тем не менее повреждение инфраструктуры. То есть там возникло повреждение инфраструктуры, и вопрос в том, насколько быстро это будет купировано. Так, серебро, но здесь ставка на отскок и рост серебра. Золото, здесь ожидание по золоту боковика. Так, друзья, давайте графику по нефти, дневной таймфрейм. Ну, по сути, если вот так вот смотреть с точки зрения классики свечного анализа, то мы здесь имеем разворот. Вот. Первая цель 62,5 была пробита, и по логике вещей здесь вполне уже сегодня или в ближайшее время может развиться коррекционный откат, целью которого будет в районе 60. Это если рассматривать дневной таймфрейм. Так, далее, если переходить на часовик, с моей точки зрения для нефти часовик это именно самое то, что нужно. Но смотрите, опираясь на часовик, что мы здесь имеем? У нас фактически здесь произошел разворот. Вот, поэтому на текущий момент времени, если у нас будет закрепление выше 63, то есть если не будет коррекционного отката с пробитием 62,6, то у нас отсюда развивается движение, и цель этого движения наверх будет, ну, вплоть до того, чтобы сходить вот сюда вот на 64,8. Соответственно, в текущих реалиях, исходя из того, что немножко подвинулись локальные уровни, если будет коррекционный откат и пробитие 62,6, 62,5, то наиболее вероятный сценарий, что следующее разовьется движение, цель которого будет 62, 62,1. И вот это движение наиболее вероятно приведет к пробою и проседанию нефти вплоть до 60-60,5. Так, друзья, далее серебро. Я его поставил вторым, потому что я его все время забываю показать.
Смотрите, дневной таймфрейм здесь указывает на то, что все-таки должно быть движение на 25,9. Вот, вчера роста по серебру не случилось, и с другой стороны вот эту цель ее тоже не выполнили. Вот, юрики набрали позиции на отскок серебра. То есть они, видимо, ожидают, что здесь разовьется движение, цель которого будет 27,6. По 4-часовому таймфрейму у нас по серебру действительно произошел разворот. Цель у этого разворота движения на 28, вот сюда вот. Ну, как минимум, есть промежуточная цель на 27,5. Вот. Но, тем не менее, разворот здесь произошел. Но я бы сейчас лонги не открывал. Почему? Потому что мы донышко не пощупали. То есть, если был пробой вот этого уровня 26,85, то следующая цель движения должна была быть, ну, для того, чтобы нормально отскочило, это 25,9. Такого движения не произошло, поэтому с моей точки зрения разворот вот этот может вполне как бы привести к тому, что будет движение на 25,7, потом 28. Но с одной стороны это скорее всего будет краткосрочный задерг и потом последует откат. Либо как вариант, исходя из того, что цель не выполнена, этого задерга вообще не произойдет. Будет небольшой пшик там на 27,4 и потом откат. Поэтому здесь, с моей точки зрения, ситуация в серебре сейчас не очень устойчива. Для того, чтобы говорить об уверенном отскоке, надо было бы куда-то вот сюда 25,9, 25,8 сходить. Вот. Поскольку этого сделано не было, я бы вот ничего с ним пока не делал, потому что вроде как пошел отскок, но в этом отскоке я пока не вижу такой, точнее как, есть определенные движения, определенные сделки, которые указывают на то, что вероятно будет движение развиваться, но здесь с моей точки зрения близка ситуация 50 на 50. Так, друзья, далее золото. Вот в золоте как раз ситуация очень интересная. Потому что, несмотря на то, что юрики на форсе в него не верят, мы вот все-таки пришли на этот волшебный уровень 1766. Его даже пробили, покололи. Вот. Но здесь на самом деле в золоте, если сегодня мы не получаем добитие вот этого диапазона 1759-1763, то, соответственно, высока вероятность, что отсюда будет отскок. Цель этого отскока движение на 1783. Вот сюда вот 1782-1783. Соответственно, этот заход не сработает, если сейчас у нас вот этот разворот себя не оправдывает и идем тестить 1758. Но пока на текущий момент, то здесь есть все предпосылки, с моей точки зрения, для того, чтобы сегодня вот этот вот отскок произошел. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Но здесь у нас идет движение в боковике, но это движение в боковике, оно постепенно идет к тому, чтобы 74.1, 74.15 было пробито, и отсюда у нас ну, нормально такой заход был куда-то в район 74. Сначала 74,5, потом 75,5. Так, если переходить к часовику, у нас здесь произошел отбой. И по логике должно идти движение вниз на укрепление рубля на 73,6. Вот сюда, вот к этому диапазончику коротенькому. Но на вечерней сессии у нас здесь наиболее вероятно произошел разворот. И поэтому с утра сейчас ситуация будет решаться следующим образом. Если идет движение вниз и будет пробой 73,8, то наиболее вероятно, что мы с утра сходим вот сюда, вот в этот диапазон 73,6, 73,5. С учетом того, что просела нефть, такое движение мне видится сейчас менее вероятным, нежели отсюда движение наверх. Вот это движение наверх, которое отсюда скорее всего разовьется в случае пробоя 74,1, 74,15, оно приведет молниеносно к движению на 74,5. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, вот этот вот уровень у нас был удержан. Соответственно, сейчас здесь идет набор позиций и попытка роста. Вот в текущей ситуации здесь цель движения находится в районе 1,2142-2145. Вот здесь вот. Соответственно, такой сценарий на рост, он не срабатывает, если в результате
коррекционного отката будет пробита 1,2055. Вот 2055 есть здесь некий уровень, который в случае пробития приведет к движению цены на тестирование 1,2018-2019. И вот здесь в случае пробоя уже пойдет движение на 1,1950. Текущие реалии здесь все-таки напрашивается либо боковик в диапазоне 1,2069-1,21, либо все-таки попытка продолжить движение куда-то сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее фьючерс РТС. Здесь критичная ситуация. Была попытка, ну даже пробивали 144 500 вчера, но тем не менее движение ниже не развилось. Вот пришли к демаркационной линии, когда ее пробой приведет к существенному снижению. Так, но здесь вот по РТС интересная картина, потому как с одной стороны нефть проседает, и по идее конец недели, то есть здесь бы откатиться в район 142 тысячи. Вот, но здесь пошел набор позиций. Соответственно, вот эта ситуация, которая здесь собирается, она чревата тем, что здесь либо отсюда разовьется движение на 148 тысяч, либо это не пойдет в том случае, если сейчас на открытии мы пробиваем диапазон 144 500-144. Если вот это движение состоится, то у нас сначала будет движение на 142 500, потом на 142 тысячи. Если как бы мы остаемся вот в этих реалиях, в этом диапазоне, то у нас будет сначала короткое движение на 146 700 и может быть даже на 148. Вот, но потом отсюда наиболее вероятно будет возвращение в этот диапазон в районе 145 тысяч. Опять же, здесь зависимость от того, что произойдет на открытии. Так, друзья, далее акции Сбербанка. Ну, смотрите, здесь 267,5 уровень пробили, но здесь пошел активный выкуп. Активный выкуп позиций, поэтому сейчас на открытии, если не будет добития и пробой 266-265 вот этого диапазона, то мы отсюда чуть ниже сильного уровня 267,5 оставшись отскакиваем. И цель движения будет потестить вот эту верхнюю границу 271-272. Юрики делают ставку на то, что Сбер отскочит. Как оно будет в реальности, пока не до конца ясно. Вот. Если здесь развивается пробой, то мы уходим на 259-260. Вот сюда, вот к этому значению. Если сейчас на открытии пробоя не будет, то идет колебательное движение вот в этом диапазоне. Верхняя граница 271-272. Так, друзья, далее Газпром, часовой таймфрейм, немножко он не допадал, вот ему бы на 220 сходить, и здесь у него прямо-таки будет набор наборов. Вот. Но текущая реалия, как он закрылся, указывает на то, что здесь сейчас все-таки произошел набор позиций, и с утра, если мы не пробиваем 223, если удерживаемся вот в этом диапазоне, то у нас отсюда сегодня сформируется отскок на 229. Если все-таки здесь, судя по сделкам, достаточно высокая вероятность, что будет пробитие 223, то тогда мы на сегодня получаем движение, цель которого будет в районе 219,5. Ну, здесь вот, кстати, по Газпрому все-таки как-то в большей степени напрашивается движение на 219,5. Так, друзья, далее Норильский никель, ГМК. Ну, смотрите, здесь зависли ни туда, ни сюда. По логике вещей надо ему потестить вот этот диапазон и дальше либо его пробить и закрепиться, и улететь в космос, либо отбой и, соответственно, возврат к нижней границе, вот сюда вот. Пока ситуация на дневном таймфрейме до конца не определилась, давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Так, но здесь мы возьмем сейчас 4-часовик. 4-часовик указывает на то, что у нас все-таки движение вверх, оно пока не остановилось. Движение вверх будет прекращено, если сейчас на открытии мы пробьем 26 250. Вот если здесь возникает пробой этого диапазона, то следующая цель движения будет 25 950 и возможно даже движение на 25 300, вот сюда, в этот диапазон. Пока больше факторов указывает на то, что здесь сейчас будет донабор позиций и попытка задерга на 27 100.
Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.